Глава 501. Южный остров. Внушая благоговение всем, кто видел его, Хань в конце концов, прибыл в близлежащее море города звездного неба. Поскольку ему оставалось всего несколько дней пути, Хань убрал свой кроваво-красный плащ и стал путешествовать обычным образом. В настоящее время в области моря рассеянных звезд царил хаос, поэтому поблизости могли быть настоящие культиваторы стадии зарождающейся души. Поскольку Хань не желал привлекать внимание такого могущественного человека, он решил двигаться более незаметно. К счастью, он не слышал ничего о том, чтобы коалиция звездопада появилась где-то поблизости. Кажется, он успел вовремя. Он прибыл на окраину последнего промежуточного острова до города звездного неба. Хотя он был невелик, на нем было много культиваторов из Дворца звезд. Казалось, что они были главными вратами в город звездного неба. В прошлом этот город был большим портом, где пришвартовывались лодки всех размеров с культиваторами и смертными. Но теперь, когда Хань пронесся мимо острова, он заметил, что там было только несколько небольших лодок. Культиваторы встречались ему слишком редко. Казалось, что и смертные, и культиваторы знали, что война неизбежна, и стремились как можно дальше убраться отсюда. Единственные культиваторы, которые осмелились приехать на остров, были в основном из фракций, желающих подтвердить слухи. После столь долгого путешествия Хань чувствовал себя немного усталым и решил на время остановиться на острове. Не только чтобы отдохнуть, но и чтобы посетить рынок. Он готовился к своему длительному пребыванию в области внешних звездных морей, чтобы позже избежать каких-либо неприятностей. Как только Хань оказался в радиусе ограничительного заклинания острова, он почувствовал, что Южный остров стал охраняться намного тщательнее, в отличие от его предыдущих посещений. В эту же секунду он почувствовал, как его обследовали 3 культиватора стадии формирования ядра своим духовным чутьем. Было ясно, что Дворец звезд был на чеку, чтобы обезопасить себя от внезапного нападения коалиции звездопада. В этот момент Хань спокойно направился к рынку острова. Рынок Южного острова располагался в небольшом городе недалеко от порта острова, вероятно, для удобства купцов и культиваторов, которые посещали остров. Несмотря на то, что рынок не был таким же большим, как на других островах, но разнообразие товаров не имело аналогов на любом другом рынке острова. Что еще более важно, его цены были дешевле, чем в городе звездного неба. Это было связано с тем, что большинство товаров в город звездного неба сначала попадали сюда. У Хань не было времени отдыхать. Как только он вошел на рынок, он тут же достал формулу таблетки, которую он получил от костяного старика, и прочитал ее. Теперь, зная нужные ингредиенты наизусть, он стал искать их в магазинах. В большой комнате обычный культиватор среднего возраста заговорил с осторожностью: «Старший, мне действительно жаль. Я открыл магазин материалов много лет назад, но я никогда не слышал о тысячелистной конопле. Что касается агатового рога, то он принадлежит редкому агатовому зверю. Лишь немногим культиваторам посчастливилось увидеть его. Мне очень жаль, но вам лучше пойти в другой магазин или на аукцион. Это самый большой магазин материалов на острове. Если у вас его нет, то в других магазинах вряд ли есть эти материалы. На аукционы у меня сейчас нет времени». Хань нахмурился и сел в кресло напротив культиватора среднего возраста. Он мягко тарабанил пальцем по подлокотнику стула. Культиватор среднего возраста заметил, что Хань был в замешательстве. Однако он не соврал ему, у него действительно не было тех предметов, которые просил Хань. Поэтому ему ничего не оставалось, кроме как заискивающе улыбаться. В конце концов, перед ним был культиватор стадии формирования ядра, так что он не мог оскорбить его. Когда Хань увидел выражение на лице продавца, он понял, что у того действительно нет этих предметов. Хань глубоко вздохнул, встал и вышел. Казалось, что ему придется придумать другой способ, чтобы найти ингредиенты для таблетки из 9-листной духовной женьшень. К счастью, он был еще довольно далеко от пика стадии формирования ядра. Поскольку его можно было использовать только для прорыва к стадии зарождающейся души, так что он не спешил. Культиватор средних лет только почтительно проводил Хань до входа, как вдруг, будто что-то вспомнил, немного поколебался и сказал: «Хотя вы можете знать его под названием тысячелистной конопли, возможно, у него есть другое название». Глаза Хань сверкнули, он остановился и спросил: «Что ты имеешь в виду?» Мужчина средних лет честно ответил: «Я не хвастаюсь, но я владею этим магазином более 100 лет. Мне встречалось множество редких ингредиентов с причудливыми названиями. Если есть ингредиент, о котором я не слышал, вероятно, его так называли древние культиваторы. Так что вполне возможно, что сейчас у него есть другое название. Более того, возможно, что тысячелистная конопля – довольно распространенное лекарственное растение». Сердце Хань вздрогнуло.
Он чувствовал, что слова этого человека имеют большой смысл. В конце концов, девятилистный духовный женьшень был растением, название которого пришло из легенд. Более того, формула для его усовершенствования была придумана древними культиваторами. Кажется, ему придется изучить несколько древних записей, чтобы узнать другое название нужного ингредиента. С этой мыслью Хань Ли кивнул с непринужденным выражением лица и молча вышел из магазина. Затем он изучил все формулы своей пилюли, подходящие для культиваторов в стадии формирования ядра, и подготовился к его будущей доработке препарата. Особенно четко Хань Ли позаботился о вспомогательных ингредиентах, которые нельзя выращивать с жидкостью из его маленькой зеленой бутылочки. Нынешнее путешествие в область внешних звездных морей займет много времени, без сомнения. Хань Ли не желал, чтобы его массовое создание таблеток потерпело неудачу из-за нехватки обычных материалов, что могло замедлить его прогресс культивации. С его нынешней коллекцией магических сокровищ с помощью несколькоуровневых защитных формаций он мог не бояться даже демонических животных 7 класса. Естественно, если бы он наткнулся на демонического животного 8 класса, ему пришлось бы бежать. Говорилось, что как только демонические звери достигали 8 класса, у них развивался интеллект выше, чем у людей. Более того, они могли принимать человеческую форму. Благодаря своим чрезвычайно сильным врожденным навыкам, они имели бы огромное преимущество даже против культиваторов стадии зарождающейся души, которые были равны им по рангу. Несколько часов спустя Хань Ли удалось собрать все необходимые ингредиенты вместе, и он покинул рынок. В этот момент небо внезапно заполнилось черными облаками, и день превратился в ночь. Спустя мгновение на остров обрушился безжалостный шквал грохочущего света. Выражение лица Хань Ли внезапно изменилось, и он поспешно напряг свою магическую силу, разрывая небо лазурной полоской света. Давление, которое он ощутил на себе, казалось, было от нападения, по меньшей мере, 1000 культиваторов. В следующий момент большая формация активировала защитный барьер, в результате чего небо покрылось алым светом, жестко блокируя атаку. В это же мгновение множество культиваторов направились в небо со своими магическими инструментами. Хань Ли горько рассмеялся. Коалиция звездопада продвигалась очень быстро. Им даже удалось развязать битву так близко к городу звездного неба всего за несколько месяцев. Город звездного неба наверняка уже получил известие об этой внезапной атаке с помощью специальных средств. Теперь его нынешние планы вернуться в город звездного неба были полностью разрушены. Хань Ли был крайне раздосадован и не знал, что делать. Внезапно он топнул по земле, его тело размылось и исчезло из виду. Хотя он и не желал участвовать в битве, он все равно тайно высвободил свое духовное чутье. Если он правильно догадался, гавань и ее окрестности должны быть достаточно активными. Как и ожидалось, множество полос света вскоре метнулись в направлении гавани острова. Но по мере приближения они все исчезали из виду, прячась и наблюдая за битвой. Большинство из них были культиваторами стадии заложения фундамента, их было около 100. Низкоуровневых культиваторов было около 30, а культиваторов в стадии формирования ядра, таких как Хань Ли, было всего 5 или 6, причем культиватор с наивысшим рангом был на средней стадии среднего формирования ядра. Хотя этот человек молча наблюдал за битвой с далеких холмов, духовное чутье Хань Ли было значительно выше его, что позволяло Хань Ли незаметно наблюдать за ним. Хотя духовное чутье Хань Ли было не таким сильным, как культиватора зарождающейся души, культивируя великую технологию развития, он был не так уж слаб. Поскольку он мог даже скрыть себя от ближайшего культиватора на ранней стадии зарождающейся души, то скрыть себя от культиватора формирования ядра для него не составляло труда. Насколько ему известно, большинство культиваторов стадии зарождающейся души задерживались на ранней стадии без какой-либо надежды на продвижение. К счастью, поблизости он не чувствовал такого монстра. Однако, поскольку коалиция звездопада осмелилась атаковать Южный остров, определенно с ними должен был быть, по крайней мере, один культиватор зарождающейся души. Таким образом, у Хань Ли не было другого выбора, кроме как скрываться и ждать окончания битвы. Глава 502. Допрос. Битва в гавани продолжалась недолго. Не успел красный барьер выпустить свое защитное поле, внезапно раздался сильный удар серого света, наполненный злой ци. Под мощным обстрелом магических сокровищ и техник защитная формация, в конце концов, начала колебаться. Красный барьер сначала начал беспрерывно сверкать, а затем раздался громкий взрыв, и барьер треснул. Неизвестно, было ли это из-за силы заклинания формации, или сам Дворец звезд подстроил это, но как только барьер треснул, фрагменты красного светового барьера рассыпались по небу, сея хаос в коалиции звездопада.
Словно планируя это, культиваторы Дворца Звезд воспользовались возможностью убежать. Среди убегающих культиваторов были те, кто метнулся из гавани с исключительной скоростью. Они, казалось, были культиваторами высокого ранга, которые остались на острове. Почти в то же время более 10 полос столь же мощного света метнулись вслед за ними, буквально наступая на пятки. В мгновение ока полоски света исчезли бесследно. Кажется, что высший эшелон коалиции Звездопада хотел избавиться от всех культиваторов Дворца Звезд на Южном острове одним махом, не позволив никому из них сбежать. В этот момент многие культиваторы коалиции Звездопада начали медленно спускаться с неба. По их одежде было видно, что группа этих культиваторов состояла из людей из двух разных сект. Одни были одеты в серебристые халаты с золотой оборкой, другие — в чисто зеленый халат. Казалось, что культиваторы праведного и дьявольского Да действовали сообща. Ханьли сначала удивился тому, как быстро завершилась битва, но вскоре он понял, что между защитниками и нападавшими была огромная разница. Несмотря на то, что Дворец Звезд сделал все возможное для защиты, их сила воли не могла компенсировать численное превосходство атакующих. Поскольку Ханьли задавался вопросом, следует ли ему воспользоваться беспорядком, чтобы сбежать с острова, из группы культиваторов в зеленом отделился старик. Когда Ханьли обследовал его своим духовным чутьем, он понял, что старик был культиватором на ранней стадии формирования ядра. Человек спокойно пролетел над зрителями в гавани и взглянул на них. Затем он громко сказал: «Слушайте внимательно, друзья даосы. По приказу старейшины Вань из коалиции Звездопада, я, страж порядка Цан Юньлун, объявляю, что Дворец Звезд был изгнан с острова. Во избежание недоразумений, надеюсь, что никто из вас не попытается покинуть остров. В течение следующих 4 часов мы будем преследовать остатки сил Дворца Звезд. После этого каждый может уйти. Я прошу всех успокоиться. Наш альянс ничего не имеет против вас, ему нужны только культиваторы Дворца Звезд и их союзники». Старик говорил так громко, что каждый из культиваторов мог слышать его. Культиваторы, скрывавшиеся поблизости, переглянулись между собой. Никто из них не осмелился взять на себя инициативу и обозначить свое присутствие, поэтому на острове воцарилась тишина. Когда Ханьли услышал этот призыв, он почувствовал облегчение. Казалось, что для того, чтобы завоевать сердце других, они не решались действовать против нейтральных культиваторов. В этом случае Ханьли мог немного подождать. Даже если бы он сейчас ушел, все еще не ясно, сможет ли он проникнуть в город. Не успел Ханьли подумать об этом, как этот старик в зеленом халате улетел обратно. Когда Ханьли увидел, что старик исчез, он не сразу принял решение. Казалось, другие культиваторы не покидали порт из-за слов старика. Вместо этого они внимательно следили за действиями коалиции Звездопада. В этот момент культиваторы в серебряной одежде выстроились в упорядоченный символ и стали создавать свое собственное заклинание формации. Культиваторы в зеленом сторожили гавань, часть из них пролетела мимо Ханьли в центр острова. Казалось, что Южный остров должен был стать плацдармом, через который коалиция начнет свои атаки на город звездного неба. Видя, как эти культиваторы молча выполняли приказы с такой дисциплиной, Ханьли был в шоке. Праведная Да и дьявольская Да уже давно планировали водрузить свое господство в области моря рассеянных звезд. В конце концов, обучение таких дисциплинированных культиваторов не могло ограничиться несколькими десятками лет. Однако Ханьли чувствовал себя совершенно озадаченным, что Дворец Звезд предпочел пассивно дождаться нападения коалиции Звездопада. Неужели они были такими слабыми, что они не могли контратаковать, или же Дворец Звезд ждал, пока небесные звездные мудрецы покинут свое уединение? Ханьли почувствовал себя довольно озадаченным из-за этого, но, подумав, он рассмеялся. Независимо от планов и скрытых интриг, Дворец Звезд и коалиция Звездопада не имели никакого отношения к такому культиватору-отступнику, как он сам. Если он будет тщательно избегать их, то они не смогут втянуть его в свои махинации. С этой мыслью Ханьли снова успокоился. Спустя 4 часа терпеливого ожидания в гавань вернулся старик в зеленом халате и еще 3 культиватора стадии формирования ядра. Старик завис в воздухе и сказал: «Господа даосы, если вы хотите покинуть остров, вам просто нужно либо показать себя, либо показать нам свое искусство культивации. Если вы не хотите покидать остров, вы можете остаться здесь. Если вы не выступаете против коалиции Звездопада, мы будем относиться к вам справедливо». После его слов на острове снова воцарилась тишина. Хотя слова звучали вежливо, никто не хотел раскрывать себя. Культиваторы праведного Да особенно не хотели показывать свое присутствие, поскольку ранее у них были нехорошие отношения с культиваторами дьявольского Да. Если бы они были неосторожны, они могли накликать на себя беду.
Они хотели уцепиться за любую возможность выйти сухими из воды, чем рисковать. Хань Ли также оставался неподвижным, так как он тоже не собирался выделяться. Поскольку оппозиция была всего лишь культиваторами формирования ядра, он с легкостью мог оставаться скрытым, поскольку их духовное чутье не могло обнаружить его. После долгого молчания лицо старика в зеленом стало мрачным. Внезапно к нему подлетела полоска белого света. Молодой человек послушно подлетел к старику и почтительно поприветствовал его. «Я младший из секты Ясного Неба, Синь Мин. Раньше мы с вами уже встречались. Вот мой знак идентификации — меч с белой водой». Затем он достал сверкающий белый меч и передал его ему. После того, как старик осмотрел меч, его лицо расслабилось, и он передал меч назад. «Секта Ясного Неба. Я действительно встречался с уважаемым мастером вашей секты. Этот магический инструмент есть у всех членов этой секты. Ты можешь идти». Затем молодой человек улыбнулся и почтительно попрощался с ним, а затем вылетел из гавани. Ни один культиватор из коалиции Звездопада не стал преграждать ему дорогу. Видя, что молодой человек сумел покинуть остров без каких-либо трудностей, другие тоже стали подлетать к старику и показывать себя. У старика был большой опыт. Независимо от того, что показывали культиваторы, символ секты или свое искусство культивации, старик все мог определить одного взгляда, к большому удивлению Хань Ли. Когда Хань Ли увидел, что культиваторам стадии формирования ядра, такому как он сама, было разрешено уйти, он начал испытывать нетерпение. Затем он показал себя и полетел к небу, превратившись в полоску лазурного света. «Кто вы, господин Даос?» Когда старик увидел, что Хань Ли был культиватором формирования ядра, его тон стал немного более тактичным. «Я старейшина секты изысканного звука. Вот мой талисман секты. Пожалуйста, посмотрите, в тот день, когда фиолетовая духовная фея сделала его старшим, она дала ему талисман секты». Хань Ли без малейших колебаний передал его старику. Старик внимательно осмотрел талисман и уставился на Хань Ли, а затем сказал: «Секта изысканного звука. Старейшин вашей секты зовут Хань Ли и Кривая Душа, оба они часто находятся в уединении и редко появляются на людях. Кто вы из них двоих?» Сердце Хань Ли дрогнуло, но вместо этого он спокойно улыбнулся. «Меня зовут Хань Ли. Я не ожидал, что вы можете знать имя безмозглого бродячего культиватора, такого как я». «Впечатляет», старик усмехнулся и сказал с неожиданно вежливым тоном: «Хе-хе, это пустяки. Ваша уважаемая секта известна во всей области моря рассеянных звезд, особенно мастер вашей секты, фиолетовая духовная фея. Молодой мастер нашего клана давно хотел познакомиться с ней. Я надеюсь, господин Даос сможет передать эти слова». Хань Ли был удивлен и спросил в нерешительности: «Молодой мастер? О ком вы говорите?» «Молодой мастер моей секты, единственный потомок великого предка. Хотя мало кто знает его имя прямо сейчас, но он позже будет известен во всей области моря рассеянных звезд». Хань Ли был внутренне ошеломлен, но он согласился: «Хорошо. Если я встречусь с мастером секты, я обязательно передам эти слова». Старик оказался вполне доволен ответом Хань Ли. Еще раз осмотрев талисман секты, он отдал его Хань Ли и сказал: «Хорошо. Поскольку в вашем талисмане нет ничего плохого, вы можете идти». Хань Ли вежливо попрощался с ним и неторопливо улетел. На лице старика появилось странное выражение, когда он наблюдал за тем, как Хань Ли улетает за горизонт. Глава 503. Еще одно столкновение. Другой культиватор из другой секты стадии формирования ядра увидел лицо старика и с удивлением спросил: «В чем дело? С ним что-то не так?» Его личность не настоящая. Старик завернул свою бороду пальцем, а затем показал в ладони зеленый нефрит. «Нет, его личность верная. Мы давно приобрели портреты двух старейшин от наших агентов в секте изысканного звука. Его внешность абсолютно точно совпадает с тем портретом. Вне всяких сомнений, это старейшина Хань. Даже если он был мошенником, использующим какую-то секретную технику маскировки, он бы не смог избежать моего острого глаза». Другой культиватор фыркнул от недовольства: «Если нет проблем, тогда почему у тебя такое выражение лица?» Несколько секунд пробормотав про себя, старик сказал: «Этот культиватор не такой простой, как кажется. Боюсь, если бы мы оба напали на него, мы бы не смогли его победить». Другой культиватор сначала был ошеломлен, а затем покачал головой и подозрительно сказал: «Что это значит? Разве он не культиватор на ранней стадии формирования ядра так же, как мы? Более того, он бродячий культиватор.
Как он может сравниться с нами, когда мы получили частное обучение от нашего божественного предка? Старик не был раздражен его словами в малейшей степени и спокойно дал ему объяснение. Страшлю, тебе стоит знать, что хотя наше искусство семи демонов и не считается к техникой культивации высшего класса, мы чрезвычайно чувствительны к количеству ци. Этот Ханьли обладает самой злобной ци, которую я когда-либо встречал среди культиваторов формирования ядра. Более того, от его рук погибло большое количество культиваторов. Другой культиватор, что с того, что он убил несколько низкоранговых культиваторов? Я так тоже могу. Это не одно и то же. Хотя ты сможешь накопить немного злобной ци, она сможет удержаться в тебе лишь малый промежуток времени, а потом улетучиться. Что касается этого человека, его ци не только чрезвычайно злобная, но и холодная. Такую ци можно развить только в результате убийства большого количества культиваторов с аналогичным рангом или выше. Если он не использует несколько секретных методов, чтобы избавиться от этой злобной ци, он навсегда будет преследовать его тело. Холодный блеск сверкнул в его глазах, а затем он продолжил. Кроме того, он, кажется, культивировал несколько экстравагантных методов культивации, искусств владения мечом, в результате чего прочность его злобной ци стала невероятно агрессивной. Если бы обычному культиватору пришлось сразиться с ним, то эта злобная ци не только бы ослабила их техники, но и могла подчинить его своей воле. Если бы он культивировал нашу технику, он бы быстро прогрессировал в культивации. Конечно, старик не знал, что Ханьли редко доводилось убивать культиваторов формирования ядра, но вместо этого убил несколько сотен демонических зверей 5-го класса, которые были эквивалентны по силе культиваторам в стадии формирования ядра. Настоящая причина, по которой у Ханьли заключалась в этом, а не то, что себе представлял старик. Другой культиватор вытаращился на старика на мгновение, а затем спросил с недоумением: «Страж Цан, неужели ты хочешь взять его к себе в ученики? Независимо от его злобной ци, он не станет твоим учеником. Не забывай, что он также является культиватором формирования ядра». Старик спокойно сказал: «Взять его к себе в ученики?» Конечно, нет. Меня заинтересовал метод, который он использовал для накопления такой сильной злобной ци. У него должен быть секрет. Услышав это, другой человек потерял интерес. Он считал, что во всей области моря рассеянных звезд любое искусство культивации, которое опиралось на поддержку столь злобного ци для прогресса, принадлежало к ренегатам сект. Поскольку его собственное искусство культивации не было таким, он чувствовал себя незаинтересованным. Но другой культиватор внезапно что-то подумал и спросил с озадаченным выражением: «Ты сказал, что молодого мастера интересует фиолетовая духовная фея из секты изысканного звука. Почему я не слышал об этом раньше? Неужели он сказал тебе об этом наедине, Хех? Молодой мастер не должен мне ничего говорить. Ты и сам знаешь, какое искусство культивирует молодой мастер. Благодаря широкой славе красоты фиолетовой духовной феи, и если мы сможем представить женщину нашему молодому мастеру, получим много наград. Молодой мастер только что вошел в стадию формирования ядра. Благодаря наставлениям и покровительству нашего божественного предка, я полагаю, что он станет культиватором в стадии зарождающейся души менее чем за 100 лет». Другой культиватор потерял дар речи на мгновение, а затем взволнованно кивнул головой. Затем он зловеще улыбнулся и сказал: «Тогда, когда мы должны действовать?» Похоже, что молодой мастер собирается уйти в уединение. Старик спокойно сказал: «Не нужно спешить. Лучше сделать это после следующей великой битвы. В конце концов, лучше действовать после того, как мы продемонстрируем мощь нашей коалиции звездопада. Если они не захотят уступить, когда придет время, мы сможем захватить ее под предлогом того, что она обладает тайными связями с Дворцом звезд. Раз уж она создала свою секту в городе звездного неба, ей придется подчиниться». Второй культиватор рассмеялся: «Хорошо. Поскольку у них только 2 культиватора на ранней стадии формирования ядра, они не посмеют не подчиниться нам». «Ты по-настоящему умный», — старик улыбнулся, услышав его. В то же время он подумал: более того, я смогу надавить на этого Ханьли из секты изысканного звука, чтобы он передал мне свой секрет накопления такой злобной ци. 2 зайцев одним махом. С этой мыслью старик прищурился и изменил выражение лица. Ханьли добрался до гавани. Мельком взглянув на шумных культиваторов коалиции звездопада, он решил ускориться. Но в этот момент грозное духовное чутье внезапно окутало его. Ханьли был поражен, но вскоре он остановился и стал медленно плыть по небу. Он ожидал чего-то подобного ранее. Разве могла коалиция звездопада просто так выпустить культиватора стадии формирования ядра? Ханьли считал, что обладателем этого духовного чутья был их лидер, эксцентрик стадии зарождающаяся душа. Казалось, это была мера против того, что культиваторы формирования ядра могли использовать секретные техники, чтобы изменить внешность и тайно покинуть остров. Выражение Ханьли было совершенно спокойным, не показывая ни капли паники.
С самого начала он и не думал о том, чтобы использовать ложную личность. Это объяснялось тем, что такие методы легко мог увидеть тот, кто обладал мощным духовным чутьем, если только этот метод не был каким-то древним методом или мощным магическим сокровищем. Если бы он просто изменил свою внешность и использовал ложную личность, он выглядел бы довольно подозрительно, и если его бы тут же поймали, что не могли принести ничего, кроме неприятностей. Вместо этого он предпочел воспользоваться своим статусом старейшины секты изысканного звука и рискнул оставить след для Цзень, Иня и других. К тому времени, когда эксцентрики бы выследили его, он уже был бы в области внешних звездных морей и был бы совершенно неприкасаемым. Поэтому Хань Ли спокойно разрешил культиватору зарождающейся души изучить его своим духовным чутьем. Как и ожидалось, духовное чутье вскоре исчезло, не оставив следа на его теле. Хань Ли глубоко вздохнул и улетел к морю. Вскоре после того, как Хань Ли покинул остров, он полетел с максимальной скоростью. Поскольку кроваво-красный плащ привлек бы слишком много внимания вблизи конфликта, он мог летать только обычными способами. Спустя полдня Хань Ли задумался над тем, как ему войти в город. Внезапно он завис в воздухе и нахмурился, осмотревшись по сторонам. Его выражение внезапно застыло, когда он смотрел вдаль. Он окутал свое тело слоем слабого голубого света и неподвижно завис в небе. Через короткое мгновение синяя и красная полоски света подлетели к нему со скоростью молнии. Свет мгновенно появился перед Хань Линь и явил перед собой двух культиваторов среднего возраста в серебряных халатах с золотой оборкой. Культиваторы коалиции Звездопада, оба мужчины были культиваторами ранней стадии формирования ядра. Один из них появился ученым с бледным лицом и без бороды. Другой был довольно крепким человеком с коричневой кожей. Как только они появились перед Хань Ли, они холодно уставились на него, не сказав ни слова. Их духовное чутье явно было сосредоточено на Хань Ли, как будто они собирались принять меры. Выражение лица Хань Ли стало мрачным на мгновение. Затем он спросил их с низким голосом: «Что у вас?» «Я спешу. Если вам нечего сказать, тогда мне пора». «Неправильно. Вы пойдете с нами», — сказал мужчина с крепким телосложением. Хань Ли нахмурился, и его глаза сверкнули холодным светом. «Я чем-то оскорбил вас двоих? Или коалиция Звездопада взялась тиранически арестовывать всех подряд по своему усмотрению? Господин Даос, пожалуйста, не сердись. Мы всего лишь подчиняемся приказам и уничтожаем остатки Дворца Звезд. Недавно нам удалось измотать культиватора Дворца Звезд, но он сбежал в этом направлении, используя странную технику. Так случилось, что мы нашли вас в погоне за ним. По нашим сведениям, культиваторы Дворца Звезд обладают методами смены лица. Поскольку мы не можем сказать, подлинна ли ваша внешность, мы должны попросить вас следовать за нами, пока мы не найдем культиватора, который сбежал», — вежливо проговорил ученый. У него явно не было намерений сражаться с Хань Ли. Глава 504. Мощь древних сокровищ. Хань Ли замолчал в ответ на слова научного человека, и его выражение постоянно менялось, рассматривая его варианты. Два культиватора праведного Да молча переглянулись между собой и стали пристально следить за Хань Ли. Тот улыбнулся и безмятежно сказал: «Хорошо, мои дела могут немного подождать, поэтому я буду сопровождать вас двоих». Выражения двух мужчин сразу расслабились. На лице ученого появилось довольное выражение лица. Он хотел было что-то сказать, как вдруг Хань Ли атаковал. Он внезапно взмахнул правой рукой, выпуская 6 полос лазурного света из рукава. В то же время он взмахнул левой рукой, вызвав медный пятицветный браслет. Браслет стал гудеть. «Вы посмели атаковать». Ученый быстро отреагировал. Увидев атаку Хань Ли, он сразу же выплюнул квадратное магическое сокровище шириной в несколько дюймов. Оно было плоским и напоминало угольный камень. Крепкий мужчина быстро переместился и выпустил белую нефритовую печать, которая засветилась белым светом. Магическое сокровище сразу увеличилось в несколько раз, соответствуя по размеру 6 лазурным полоскам света. В этот момент ученый увидел медные полосы в руке Хань Ли и выкрикнул предупреждение: «Будь осторожен с этим медным браслетом». Крепкий мужчина не смог ответить. 6 полос лазурного света внезапно разделились на 12 одинаковых мечей. 6 из 12 светящихся мечей слились в огромный меч и яростно пробили белую нефритовую печать. Остальные 6 лазурных полос внезапно изменили направление и быстро обошли его с другой стороны. Крепкий мужчина был очень встревожен. Не думая, он поспешно сформировал жест заклинания. Всплески синего света с яркими талисманами, содержащимися внутри них, вспыхнули вокруг него. Вспышки синего света мгновенно увеличились в размерах, образовав барьер вокруг крепкого мужчины.
Он нахмурился, готовясь принять атаку Ханьли. После того, как ученый выкрикнул, он поспешно направил свой угольный камень на себя. Вокруг него тут же появился черный туман. Через секунду туман достиг диаметра 10 метров, заполнив окрестности запахом чернил. Затем, не задумываясь, ученый выбросил заклинание, заставив черный туман быстро конденсироваться в стаю из 30 черных птиц, каждая из которых была около половины фута длиной. Затем с чудовищным криком они выстреляли в Ханьли, мерцая красным светом. Ханьли не обращал внимания на эту атаку. Его медный браслет внезапно исчез. Затем, взмахнув рукой, он вызвал свою древнюю цветочную корзину. Увидев, что Ханьли совершенно не заботился о его нападении, ученый человек обрадовался, а не разлился. Его обескураживающий железный купорос был создан с помощью древних техник, только благодаря огромной удаче и огромным усилиям он смог успешно создать его. Он потратил половину своей жизни, чтобы сэкономить на этом, но он не пожалел. С тех пор, как он приобрел обескураживающий железный купорос, он редко встречался с культиватором того же ранга, который мог бы представлять угрозу для него. Даже культиваторы средней стадии формирования ядра были ему не соперниками. Как только цель атаки была выбрана, у противника не было возможности сбежать, вырвавшись из иллюзии тумана. Ученый невольно рассмеялся, когда птицы стреляли в Ханьли. Он сжал руки в печати, намереваясь приказать своим птицам взорваться. Но в тот же момент он вдруг услышал низкий гул рядом с ухом. Его конечности и шея внезапно стали зажатыми в медных браслетах. Когда они затянулись, оба его движения и его магическая сила были полностью заблокированы. В этот момент ученый пришел в ужас. Он был настороже, и не было ни намека на то, что они приближались к его телу. Он никак не ожидал такого. Сейчас ученый мог думать только об одном — как ему сбежать. С другой стороны битвы лазурный свет столкнулся с белым светом печати, издавая оглушительный грохот. Блестящая белая ци смогла заблокировать лазурный свет, в результате чего огромный меч продержался лишь несколько мгновений, а затем разрушился. В то же мгновение остальные 6 полос лазурного света уже достигли странного барьера из талисманов. Раздались приглушенные звуки, когда 6 полос лазурного света столкнулись с синим барьером. Хотя синий барьер замерцал при ударе, он все равно выдержал удар. Ханьли немного удивился этому. Казалось, что без божественной дьявольской молнии его облачным бамбуковым мечам не хватало мощи. Но прежде чем он подумал об этом, черные птицы появились перед ним. Хотя у них не было поддержки магической силы ученого, магическое сокровище угольного камня все еще было связано с его духовным чутьем. Их атака не могла смягчилась. Ханьли холодно фыркнул, и цветочная корзина замерцала светом. Свет дико расширился и охватил всех без исключения птиц. Ученый человек побледнел и крикнул, не веря своим глазам: «Невозможно! Как у вас так много древних сокровищ? Для обычного культиватора большим везением считалось иметь хотя бы одно древнее магическое сокровище». В конце концов, самые древние сокровища попадали в руки культиваторов, зарождающейся души всякий раз, когда только появлялись. В результате чего у культиваторов формирования ядра не было ни шанса заполучить такое сокровище. Однако Ханьли совершенно не собирался отвечать. Он бросил корзину цветов, которая в следующее мгновение столкнулась с белой печатью и окутала ее своим светом. У белой печати не было возможности скрыться. Затем Ханьли щелкнул пальцами, выстрелив 10 полосками лазурного меча в сторону захваченного ученого. «Нет!» Ученый закричал в ужасе, а затем в него врезались мечи Ханьли. В следующее мгновение его тело разорвало в клочья. Поскольку медный 5-элементный браслет запечатал его истинную сущность и культивацию, можно было быть уверенным в его 100% гибели. Браслет исчез и снова появился в руке Ханьли. Ханьли перевел взгляд в сторону. По лицу крепкого мужчины стекал ручьями пот, когда пытался вернуть его печать, в то время как 6 лазурных мечей продолжали разбивать его синий талисман. Конечно, его усилия были напрасны. Крепкий мужчина был потрясен тем, как быстро Ханьли расправился с его компаньоном. Когда он увидел, что Ханьли теперь сосредоточилась на нем, он почувствовал дрожь по всему своему телу. Он стиснул зубы и внезапно выстрелил, превратившись в полоску синего цвета. Ханьли прищурился, и его медный браслет снова исчез из виду. Через мгновение они появились над головой убегающего мужчины. Крепкий мужчина не верил своим глазам, когда медный браслет очутился на его шее и конечностях, проникнув сквозь синий браслет. В тот же момент синий свет, окружавший его, внезапно исчез, а мужчина упал с неба с грохотом. Холодный блеск вспыхнул в глазах Ханьли. Полоса лазурного света упала с неба и несколько раз обрушилась в крепкого мужчину, разрезав его на куски. Оба культиватора коалиции Звездопада погибли от рук Ханьли.
В этот момент Хань Ли взял их сумки для хранения и просмотрел их своим духовным чутьем, а затем убрал их. Сложив руки за спину, Хань Ли наклонил голову к океану и сказал: «Вы наблюдаете за мной в течение некоторого времени. Как насчет того, чтобы вы вышли на свежий воздух?» Хотя его голос был не очень громким, его можно было отчетливо услышать в радиусе километра. Морской бриз пронесся мимо Хань Ли, а затем все затихло. Хань Ли вздохнул, увидев это. С угрюмым выражением он сказал с раздраженным тоном: «Неужели вы хотите, чтобы я помог вам выйти из воды?» Поскольку Хань Ли обнаружил скрывавшегося человека, ему ничего не оставалось, кроме как заговорить: «Господин Даос, подождите. Я сейчас выйду сам». Глава 505. Лин Юйлин. Хань Ли был удивлен, услышав голос человека. Море под ним заребило и сверкнуло белым светом, а затем оттуда медленно вылетел культиватор. Появившийся культиватор был в белой одежде Дворца Звезд, с длинными волосами и изумрудно-зеленой заколку с нефритом. Увидев этого культиватора, Хань Ли был удивлен. У культиватора была безупречная белая кожа, густые темные брови, нежные красные губы, красивые глаза и тонкий нос. Культиватор Дворца Звезд был, несомненно, красивым, но Хань Ли был удивлен тем, что не мог сказать, кем был этот культиватор, мужчиной или женщиной. Если бы этот культиватор был женщиной, то можно было бы сказать, что в ее улыбке была уверенность и легкость. Если бы кто-то сказал, что этот культиватор был мужчиной, то можно было бы сказать, что его прекрасная внешность обладала немыслимым обаянием, которое было смертельно привлекательным для других людей. Хотя я не знаю вашего имени, я благодарен вам за спасение. Я энфорсер по внешним делам Дворца Звезд, Лин Юйлин. Голос культиватора был приятным, но по-прежнему не выдавал пол говорящего. Хань Ли невольно нахмурился и насторожился. Этот культиватор напомнил ему молодого мастера секты священной гармоничной связи дьявольского до небесного южного региона. Но, подумав немного, он понял, что они были совершенно разные. Хотя тот молодой мастер Тянь был невероятно красив, его манеры и голос были явно мужскими. Что касается этого человека Лин Юйлин, хотя его манеры напоминали мужчину, у него была женская аура. Более того, из-за его глубокого магнетизма в его голосе, было еще труднее определить его пол. «Меня зовут Хань Ли. То, что я сделал, не заставило потратить меня много усилий. Если бы они не угрожали мне, я бы не стал нападать на них», хотя Хань Ли все еще был удивленным, его лицо не выдавало никаких эмоций. «Я все равно очень благодарен вам», Лин Юйлин сладко улыбнулся. В его улыбке был кокетливый шарм. Хань Ли почувствовал, что его сердце дрогнуло. Поскольку Хань Ли все еще не знал, был ли этот культиватор мужчиной или женщиной, ему приходилось не обращать внимания на красоту Лин Юйлин. Лин Юйлин задумчиво улыбнулся, а затем сказал торжественным тоном: «Причина, по которой господин Даос торопится, состоит в том, что он хочет отправиться в город Звездного неба. Город сейчас заперт, и войти в него будет довольно сложно. Если господин Даос не против, я был бы рад проводить вас в город в качестве компенсации за мое спасение». Когда Лин Юйлин сказал это, Хань Ли почувствовал себя несколько удивленным. Немного подумав, он понял, что уже продемонстрировал свое несогласие с коалицией Звездопада, когда он убил двух их культиваторов. Таким образом, Лин Юйлин взял на себя инициативу, сделав ему предложение, от которого он не мог отказаться. Хань Ли ответил: «Моя пещерная резиденция была установлена в городе Звездного неба, вот почему я спешу туда вернуться. Я должен поблагодарить господина Даоса Лин за беспокойство. Возможно, я без вас не смог бы войти в город». Лин Юйлин лучезарно улыбнулся в ответ, сверкая своими соблазнительными глазами. «Вы слишком добры. Поскольку господин Даос без колебаний убил этих двоих, вам, естественно, не понадобится идентификация, чтобы войти в город. Наш Дворец Звезд рад приветствовать вас». Однако эти двое не были единственными культиваторами, которые преследовали меня, и были не самыми сильными из преследователей. «Нам лучше всего торопиться», Хань Ли молча кивнул в ответ. Затем они метнулись к городу Звездного неба в виде полосок света. По пути Хань Ли с любопытством осматривал другого культиватора. Поскольку белая одежда Лин Юйлин была довольно просторной, Хань Ли не удавалось различить каких-либо внешних половых признаков. Немного присмотревшись, Хань Ли увидел, что у Лин Юйлин не было КДК. Однако этого было недостаточно для доказательства того, что он женщина. Насколько ему известно, была масса своеобразных искусств, которые меняли инь и ян, изменяя части своих гендерных характеристик. Этот человек не стал бы культивировать такую технику, верно? Внезапно подумал Хань Ли. Увидев взгляд Хань Ли, красивый человек очаровательно улыбнулся ему, слегка смутив его.
Господин Даос обладает двумя древними сокровищами. Кажется, сами небеса благоволят вашей удаче. Хотя мне посчастливилось увидеть много магических сокровищ, я никогда не видел таких, как ваш медный браслет. Интересно, каково его происхождение? Внезапно Лин Юйлин заговорил о сокровищах Ханьли. Ханьли ответил ему уклончиво: ничего особенного. Просто у меня было больше возможностей, чем у обычных культиваторов. Естественно, что Ханьли не мог рассказать ему правду. Хе-хе, но господин Даос сам убил 2 культиваторов своего ранга, так что вас нельзя считать обычным культиватором. Не хотели бы вы присоединиться к нашему Дворцу Звезд? Я могу дать вам рекомендацию. При виде того, что Ханьли не хотел отвечать, он поспешно сменил тему. Услышав это, Ханьли нахмурился. Играм этого Лин Юйлина было трудно противостоять. Им еще только предстояло приехать в город, а он уже начал поднимать некоторые серьезные вопросы. Любые культиваторы, которые присоединятся к Дворцу Звезд, станут обычным пушечным мясом, однако, что если он откажется, тот не захочет впускать его в город. Ему нужно было умело подобрать слова для ответа. Немного подумав, Ханьли вздохнул и заговорил: хотя я долго присматривался к Дворцу Звезд, секта изысканного звука относилась ко мне с исключительным уважением. Боюсь, я не смогу покинуть свой пост в качестве приглашенного старейшины секты изысканного звука в ближайшие годы. Мне очень жаль, Ханьли бесстыдно использовал секту изысканного звука в качестве предлога для отказа. Я в восхищении от вашей исключительной лояльности. Однако наш Дворец Звезд всегда будет рад приветствовать таких людей, как вы, в наших рядах. Казалось, Лин Юйлин хорошо принял тактичный отказ Ханьли. Он слегка улыбнулся и стал разговаривать с Ханьли о различных слухах и интересных историях области моря рассеянных звезд. Он тактично избегал упоминания каких-либо вопросов, касающихся Дворца Звезд и коалиции Звездопада. Ханьли был очень доволен быстрым изменением позиции Лин Юйлина, что позволило ему немного отдохнуть. Лениво болтая по пути, они в конце концов заметили город звездного неба и обрадовались. Но прежде чем им удалось приблизиться к острову, перед ними предстала команда из 5 культиваторов, которая появилась из ниоткуда. Их лидером был культиватор ранней стадии формирования ядра с темным лицом. Остальные 4 культиватора были на стадии заложения фундамента. «Приветствуем инфорсера Лин». Узнав Лин Юйлина, 4 культиватора заложения фундамента подлетели вперед и почтительно приветствовали его. Казалось, у этого андрогинного человека была особая репутация в Дворце Звезд. Культиватор с темным лицом был приятно удивлен и спросил: «Младший боевой брат Лин, ты в порядке? Я очень волновался за тебя, когда услышал, что Южный остров попал в засаду». А кто этот господин с тобой?» Внезапно культиватор с темным лицом пристально взглянул на Ханьли. Лин Юйлин спокойно ответил: «По пути сюда я подвергся преследованию 2 культиваторов из коалиции Звездопада, но, к счастью, господин Даос Хань пришел мне на помощь. Поскольку его пещерная резиденция находится на острове Звездного Неба, я предложил ему проводить его сюда. Ведь не должно быть никаких проблем с тем, чтобы позволить Даосу Ханьли войти в город». Да, внезапно Ханьли увидел, что лицо Лин Юйлина побледнело. Ханьли решил, что это было либо от усталости, либо от каких-то внутренних травм. Поскольку спас жизнь младшему боевому брату Лину, это не проблема. «Младший боевой брат Лин, ты ранен, ничего. Хотя они поразили меня магическим сокровищем, я защитился своей небесной ароматической цепью. Так что их атака не нанесла мне большого вреда». Красивое лицо Лин Юйлина слегка покраснело, но его выражение все еще оставалось спокойным. Немного поколебавшись, культиватор с темным лицом вынул из-за пазухи маленькую бутылочку и вежливо передал ему: «У меня есть пилюля небесная духовная таблетка, которая была создана с помощью секретной формулы. Младший боевой брат Лин, пожалуйста, возьми ее во избежание ущерба твоей жизненной энергии». Когда Лин Юйлин увидел это, казалось, он хотел было рассердиться. Но он вскоре кое-что вспомнил и улыбнулся. «Я очень благодарен старшему боевому брату за его заботу. Я должен сначала отправиться во дворец и сообщить о Южном острове. Боюсь, мне придется попросить старшего боевого брата помочь господину Даосу попасть в город. Поскольку он мой спаситель, старший боевой брат должен относиться к нему должным образом», сказал Лин Юйлин и грациозно взял бутылку. Культиватор с темным лицом слегка разволновался, услышав слова Лин Юйлина. «Нет проблем. Поскольку старейшина Вань дежурный, он не будет затруднять работу младшего боевого брата». Затем он ударил себя в грудь и пообещал: «Пожалуйста, не стесняйтесь оставить со мной господина Даоса Хань». Когда Ханьли увидел это, странное выражение промелькнуло от его глаз. Неужели этот Лин Юйлин был женщиной? Почему этот культиватор с темным лицом выглядел таким увлеченным? Лин Юйлин, сердце Ханьли было в смятении.